Добрый день, как дела? I'm a Russian girl and a Russian language teacher. My name is Natalia. Welcome to my channel, Naturally Practical Russian. This video is about why you don't learn Russian. I'm not going to tell you some facts about the Russian language. No, you can find many of them on the internet. I'm planning to give you 4 simple reasons why you don't learn Russian. And my channel is for practicing Russian language. If you don't know Russian, please turn on English subtitles and read them, okay? I usually speak Russian on my channel. And if you just start to learn Russian language, my free material can be helpful to you. If you want to get it, click on the link below, okay? The link is in the description section. And now, let's get started. В этом видео я хочу рассказать 4 причины, почему вы не изучаете русский язык. Это будут очень простые причины, это будут очевидные причины. И это как видео-подкаст. Люди обычно слушают подкаст. Хорошо, это видео. Вы можете смотреть видео и практиковать ваш русский язык. Вы можете слушать, как я рассказываю на русском. 4 причины, почему вы не изучаете русский язык сегодня, например. Причина номер 1. Я не хочу изучать язык, у меня нет желания. Если мы хотим, мы делаем. Если мы не хотим, мы не делаем. Если я хочу есть, я ем. Когда я хочу спать, я сплю. Когда я хочу заниматься спортом, я иду в спортзал и делаю это. Я занимаюсь спортом. Но если я не хочу, я не делаю. Да? Но часто мы устаем и мы не хотим, у нас просто нет сил, и нам надо делать усилия, потому что сейчас жизнь сумасшедшая, у нас жесткий график, у нас работа, семья, мы читаем много информации, и, конечно, у нас нет сил изучать иностранный язык. Часто вечером мы хотим, но мы не можем. И в этом случае помогает привычка. Да? Если вы уже изучаете русский язык, это первая ситуация. Вам надо изучать язык, например, каждый день 15 минут. Я думаю, это такой идеальный вариант. 15, 20, 30 минут, если вы можете, и у вас есть привычка, вам не надо думать, хочу, не хочу, это уже как привычка, как чистить зубы утром. И вторая ситуация, если вы не изучаете русский язык, и вы думаете, я хочу изучать русский язык или я не хочу изучать русский язык. Но если вы смотрите это видео, значит, вам интересен русский язык. Вы думаете, да, и вы хотите изучать русский язык, но вы сомневаетесь. Может быть, вы слышали, да, что и знаете, что Россия большая страна, вы слышали о русской литературе, о русской культуре, но вы сомневаетесь. И вы можете думать долго, я хочу или я не хочу, и вот вы думаете уже 1 год или 2 года, время идет, к сожалению, время идет очень быстро, да, и вы еще думаете, но вы могли начать изучать русский язык, и через 1 год у вас уже есть результаты, у вас уже есть прогресс. Я думаю, если в вашей голове есть эта идея, есть это желание изучать русский язык, вам надо пробовать и изучать русский язык. Да? Самое главное – это желание. Есть желание, надо делать. Причина номер 2, почему вы не изучаете русский язык. Мне не нужен русский язык. Я знаю английский язык, когда я путешествую, я говорю по-английски, когда я на работе, да, с коллегами, я могу использовать английский язык, я отлично знаю английский язык. Да, может быть, это достаточно, и вам не нужен русский язык. Русский язык трудный, вы будете тренировать вашу память,
вы будете запоминать слова. Я думаю, у вас есть другие трудности в жизни или на работе. Вы действительно хотите делать что-то трудное в жизни. Еще если вы изучаете русский язык, ваши друзья будут спрашивать и удивляться. Ты изучаешь русский? Серьезно? Русский? Такой трудный русский. Да, вы точно хотите этого? Может быть, вам и не нужен русский язык? Конечно. А для меня, когда я могу говорить на иностранном языке, это открывает мне, расширяет мои границы. У меня нет ограничений. И еще, конечно, вы можете читать на английском, вы можете читать статьи в интернете, вы можете смотреть новости на английском, но вы никогда не будете знать реальные факты о России, потому что только люди, русские люди в России, только русские люди могут рассказать вам реальные факты. К сожалению, да, только небольшой процент русских людей знает английский, и они могут вам рассказывать на английском, нужен или не нужен русский язык. А вы не знаете, что будет завтра? Может быть, в вашей жизни через 1 год или через 2 года будут новые бизнес-партнеры, и они русские, и было бы отлично знать русский язык. А может быть, вы встретите русскую девушку и будете впечатлены ей, да, у вас будет желание строить отношения с этой девушкой, но вы не знаете русский. Конечно, вы можете использовать английский язык, но это не дает полную картину культуры. Да? Язык — это прежде всего культура человека. Хорошо, следующая причина номер 3, у меня нет времени. У нас нет времени, это правда. У меня нет времени, у меня сегодня работа, у меня уроки, вечером я хочу встретиться с друзьями, еще новая серия на Netflix, я хочу посмотреть серию на Netflix. Нет, сегодня у меня нет времени, завтра, я буду делать это завтра. И потом завтра снова, да, такая же ситуация, у меня снова нет времени. И я спрашиваю себя, в чем проблема? У меня точно нет времени? У вас действительно нет времени? А это проблема не времени, а приоритетов. Да? На самом деле у нас есть время, и часто люди говорят, у меня нет времени, это значит, они плохо организованы, они плохо планируют свое время. Конечно, мы хотим делать больше, но мы не можем, да, потому что в сутках 24 часа, и это вопрос приоритетов. Да. Мы выбираем, какие задачи важные для нас, и делаем их сегодня. Да. Завтра новый день, завтра новые важные задачи. Как изучать русский язык? Вам не надо садиться за компьютер, тратить 2-3 часа, это не обязательно. Вы можете слушать аудио на русском, когда вы готовите ужин или убираетесь дома, или вы гуляете, да, 20-30 минут. Когда вы едете на работу или вы едете с работы, вы можете слушать иностранный язык. И через 1 год у вас точно будет результат, вы будете помнить слова. Поэтому у нас есть время, и сегодня у вас есть время, я знаю. И последняя причина номер 4. Мне не интересно изучать русский, мне скучно. Почему это происходит? Почему мне скучно? Я хочу изучать русский язык, у меня есть время, я знаю, мне нужен русский язык. Я сажусь за компьютер, но мне скучно, мне не интересно, потому что вы изучаете, вы используете или слишком трудные материалы, да,
Вы читаете, вы не понимаете, да, это трудно, это становится скучно. Или если вы используете очень простые, очень легкие материалы, вы читаете, вам неинтересно, да, и это становится также скучно. И обычно учитель помогает искать хорошие материалы, или учитель знает ваш уровень, но также вы можете сами искать интересные для вас материалы, не очень трудные и не очень легкие. Если мы делаем что-то трудное, мы теряем интерес. Если мы делаем что-то очень легкое, нам также не интересно. И это очень важно, искать этот баланс. 4 причины. У меня нет желания, я хочу или я не хочу, но очень часто я хочу, но нужна мотивация, да? Поэтому люди рассказывают о мотивации, как мотивировать себя делать что-то. Вторая причина: мне не нужен русский язык. Это вопрос, нужен или не нужен. Если вы хотите развиваться, вы хотите знать больше, получать новую информацию, узнавать о других странах, о других культурах, или вы хотите лучше работу, вы хотите лучше жить. Это точно дает вам новые возможности. Да? Для этого нужен русский язык. Причина номер 3: у меня нет времени. На самом деле у нас есть время, 15 минут у нас точно есть в день. Это только отговорки и причины, чтобы не учить русский язык сегодня. И причина номер 4: мне не интересно, мне скучно изучать язык. Это проблема материалов, ресурсов. Надо выбирать правильные ресурсы. Я уже рассказывала в видео, что лучше использовать 2-3 ресурса. Не надо использовать 10, потому что вы прыгаете с материалов на материалы, и вы теряете фокус, вы теряете мотивацию, вы теряете интерес. Если вы используете только 2 или 3 ресурса, этого достаточно. Например, вы смотрите YouTube-канал мой, вы используете один веб-сайт, где вы слушаете аудио, и у вас есть учебник, книга, где есть тексты, да, вы практикуете русский язык таким образом, вы читаете тексты в этом учебнике. Только 3 ресурса желательно, хорошо? И тогда у вас будет фокус, будет мотивация, и вы будет интерес изучать русский язык. Да, на этом все. Maybe you know other reasons why people don't study foreign languages? Let me know in the comment section, and I put these 4 reasons in the comments, and we can discuss it. Have you studied Russian today? If not, why? What's the reason? I look forward to your comments, okay? If you're just thinking to learn Russian language, you're welcome on my channel. I'm really glad to see you here. And you can download my free material. This book has common Russian phrases. Click on the link below and I'll send to you my free book. I wish you a good day. Thank you for watching this video. Хорошего дня. Пока-пока.